Как вы могли догадаться, исходя из предыдущих роликов, вместо того, чтобы разрабатывать и делать что-то новое для будущих обновлений к eFootball 2024, к eFootball 2025, Konami предпочитают возвращать фишки из старых частей Pro Evolution Soccer и выдавать их за нечто новое. Но хотя бы так, чем вообще никак, согласитесь. И кажется, что одна из предыдущих фишек, и даже, можно сказать, режимов, возвращается в eFootball 2025, а именно режим редактирования. Сегодня предлагаю поговорить о нем поподробнее, как-никак подробности все-таки у нас имеются, что он из себя будет представлять, насколько сильно он необходим игре в последнее время и насколько реально его появление. Обо всем этом и не только в сегодняшнем видео. Не забывайте подписываться на канал, если находитесь здесь впервые, прожимайте колокольчик для уведомлений и проставляйте лайк под этим роликом. Если вы испытываете проблемы с тем, чтобы задонатить в eFootball, будь то на iOS или же Android, то у меня для вас персональное предложение. Сегодня хочу порекомендовать вам данного продавца, который занимается донатами второй год и имеет безупречную репутацию. Он донатит в eFootball по выгодным ценам, и что самое главное, заказы выполняются за 10-15 минут и без использования откатов, как в прочих магазинах. Ссылка на его магазин и на него самого в описании и в закрепленном комментарии. На фоне всех тех предыдущих новостей и слухов касаемо того, что в eFootball 2025 будет наименьшее количество лицензий как чемпионатов, так и клубов, в принципе, имеет место быть разговора и о режиме редактирования. И если вы играете в eFootball достаточно давно и застали времена Pro Evolution Soccer, то наверняка в курсе, что режим редактирования был этакой отдушиной, учитывая то немного количество лицензий, что были у серии PES и Konami. Ведь, как нам всем с вами известно, мастодон по части лицензий, партнерских соглашений, будь то с командами или же с чемпионатами, это, конечно же, Electronic Arts, FIFA в прошлом и в настоящем EA Football Club. И учитывая, что к 25-й части eFootball лицензий станет еще меньше, нежели было в предыдущих частях, нежели было в Pro Evolution Soccer, в принципе, имеет смысл вернуть редактор в игру, чтобы в лишний раз все эти лицензии, которые мы потеряли, фанаты самостоятельно могли восполнить, добавив соответствующие логотипы, формы и где-то чуть-чуть подправив оформление. И не так давно в своем твиттер-аккаунте Ренан Гальвани, так сказать, эксклюзивно поделился подробностями режима редактирования, что в лишний раз говорит о том, что шансы на его появление в 25-й части возрастают как никогда раньше. А именно, блогер сообщает, что режим редактирования будет точно таким же, как и в 21-й части PES. И по сути, на тот момент режим редактирования представлял свой максимум, то есть он позволял создавать и редактировать игроков, за исключением реальных и, по сути, лицензированных футболистов, позволял создавать и загружать собственные комплекты форм. Также была возможность изменять и, в принципе, преображать фейковые чемпионаты, загружая для них соответствующее оформление, меняя название. Была возможность сделать копии футболистов и так далее, так далее, так далее. В принципе, к тогдашнему редактору вопросов нет. Вопросы имеются лишь к Konami. Почему за все это время, за те 2-3 года отсутствия режима редактирования, они не привнесли ничего нового? Хотя как, некоторые изменения есть, но они не такие уж и глобальные, но они чуть-чуть попозже. По своей же сути, режим редактирования, что планируется в eFootball и что был раньше в PES, это один и тот же редактор. Слава богу, они, судя по всему, его не порезали, ну и чего-то глобального они также не добавили. Например, возможность добавлять и создавать собственные стадионы, как это было некогда в 12 и 13 частях PES. Чуть больше возможностей для редактирования тех же самых футболистов и так далее. Но что имеем, то имеем. Касаемо тех многочисленных изменений, которые планируются в режиме редактирования, то Гальвани здесь сообщает следующее. Одно единственное такое заметное нововведение, которое отсутствовало в предыдущих режимах редактирования, это возможность обновлять рекламные щиты на стадионах. Это касается фейковых стадионов, которые также присутствуют в игре. То есть у нас есть лицензионные стадионы и фейковые, те, что разработали Konami. И именно на вторых стадионах мы сможем добавлять собственную рекламу. И учитывая, что подобные слухи касаемо этой самой возможности и самого режима редактирования ходили еще несколько лет назад, в принципе, это имеет какой-никакой, но все-таки вес. Также еще небольшое нововведение или, так сказать, небольшое изменение касается редактирования игроков. Гальвани упоминает слишком расплывчато, но тем не менее тот факт, что будет возможность изменять текстуру
кожи, вроде как, делая ее чуть более возрастной или чуть более молодой. По крайней мере, именно так я понял его слова. Возможно, что-то подразумевалось другое, но, опять же, написано слишком расплывчато. Но факт остается фактом. Следующее небольшое нововведение режима редактирования касается непосредственно создания и редактирования футболистов. И, скорее всего, это будет касаться именно что футболистов, которых вы будете создавать самостоятельно, а не лицензионных футболистов, потому что возможность редактировать реальных игроков, которые присутствуют в eFootball или же в PES по лицензии FIFA Pro, она, в принципе, и раньше была, но максимум можно было изменить позицию, скиллы, навыки, чуть-чуть оформление, а именно там заправить, выправить футболку, заменить бутсы, но менять прическу, менять черты внешности, этого сделать было нельзя, и, скорее всего, в eFootball также этого делать не получится. Ну и, в принципе, как-то вот так вот. На самом деле, хотелось бы верить, что режим редактирования действительно появится в eFootball, потому что, сыграв в eFootball на ПК с соответствующими патчами, которые хоть как-то, но все-таки привносят разнообразие в графику, намного приятнее играть с теми же самыми знакомыми логотипами, формами, хоть это и не сказать, что прям как-то влияет на геймплей, по сути, вообще никак не влияет, но в лишний раз приятное глазу зрелище. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Ваше мнение, как и всегда, я буду рад узнать в комментариях под этим роликом. Не забывайте также поддерживать его своими большими пальцами вверх. Подписывайтесь на наши соцсети, Telegram, группу ВКонтакте, ну и про этот канал также не забывайте. У меня на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. До скорых встреч!